Привет! Сегодня поговорим о результатах торговли в книжном бизнесе на Amazon. Это Amazon KDP. Сегодня с нами Даша, и у нее получилось запустить новую книгу и выйти на неплохой доход с ней, то есть сделать чистую прибыль очень хорошую, в несколько тысяч долларов. Мы поделимся результатами, там, скриншотами, будет интересно. В описании будет ссылка на Telegram Даши. У нее есть группа, которая связана с Amazon KDP, то есть с написанием книг и с книжным бизнесом на Amazon. Будут все полезные ссылки из видео в описании. Вот, меня зовут Вова, торгую на Amazon 2016 года. Даша с нами сегодня. Привет, как дела, Даша? Поделись, расскажи о себе, и потом посмотрим, что там у тебя получилось с книгами. Welcome. Привет, Вов. Меня зовут, Дарья. Очень спасибо тебе огромное, что пригласил на подкаст. Я очень рада нашему знакомству. И если там говорить про мою историю, то книжным бизнесом я начала заниматься не так уж и давно, профессионально. Это в октябре 2023 года. А все началось с того, что в прошлом году вышел ИИ, и мне захотелось написать детскую красивую книжку с картинками. И я выложила ее на Амазоне. И я Мгм. думала, что у меня будет куча продаж, потому что эта книга так понравилась и моим детям, и моим друзьям, и детям друзей. В общем, все говорили: Даша, печатай тиражами, миллионными, все пойдет. И я Мгм. выкладываю на Амазоне. А я еще такая, что сразу на 4 языках: английский, немецкий, украинский, естественно, столько ж много ж украинцев у нас. Мгм. Вот, по всему миру. И, ну, что ты думаешь, Вов? Она начала продаваться. Вот, ноль продаж. Ноль. Ну, я, Ау. конечно, да, ноль продаж. Подожди, в июне я ее выложила, начала писать в марте. В июне я ее выложила. Я очень еще была удивлена, что Amazon, я утром ее загрузила вечером. Вечером мне пишется подтверждение о том, что все, публикуйте книгу. Да, да, я такая: "Ой", и жду продажи, и жду продаж. И день нету продаж, 2 дня нету продаж, в общем, неделю нету продаж. Ну, я уже поняла, что все, что что-то я сделала не так. За июнь, потом уже там через 2 месяца, да, пришло роялти 0,01 цент. Я просто прочитали. Вау. Да, я еще сделала электронную версию, ну, папербэк печатную в мягкой обложке, hardcover в твердой обложке и Kindle электронная версия книги. И вот ее там прочитали, и, скорее всего, я именно за это и получила там 0,1 цент. Ну, мне так стало интересно, вай, почему я не смогла сделать так, чтобы моя книга продавалась? При том, что я в маркетинге более 10 лет, и то есть там у меня есть другие там проекты, другие бизнесы и так далее. То есть как бы бизнесами я с 20 лет занимаюсь. И я не пойму: здрасте, я сделала качественный продукт, почему оно не работает? Вот, и, ну, естественно, я начала разбираться в этой теме, начала там, курсы всякие изучать, пошла на курсы. Там, конечно, тоже немножко мне рассказали информацию. Вот, и началось все с того, самая интересная движуха началась с того, что, естественно, я на курсах написала раскраски, word search, вот он word search, не раскраски, word search. Это типа сканвордов, типа судоку, в общем, там Мгм. в квадратике пишутся, да, да, разные Интересно. буквы, и ты должен найти слова. А эти слова, там 20 слов под этим квадратиком, и ты зачеркиваешь. И это Мгм. там такое, говорили, хит сезона. Да сейчас можно даже кучу найти рекламных видео. Ребята, напишите раскраску за 1 вечер с помощью ИИ, заработаете 10 000 долларов. Раньше еще говорили, напишите эти word-search, это вообще любимое занятие, любимое хобби всех там американцев, англичан и так далее. И все, и вы минимум заработаете 5000 долларов. Ну, я ж тоже написала, Вов, как ты думаешь, я что-то заработала с этого? Не. Или пару Да, да. центов. Да, нет, Вов, нет. У меня еще как бы так мозгов как бы хватило на 700 долларов. Когда я потратила на рекламу 700 долларов, я остановилась, грубо говоря. Вот. И я заработала, потратила 700 долларов, заработала 350, по-моему. Вот. Окей. Ну, небольшой, да, небольшой ноль, но это все равно минус, Да. понимаешь? И тогда я начинала узнавать и поняла, что в кулинарке.
Вот, и мне тоже там на курсах сказали: "Пиши кулинарку". Я очень не хотела писать кулинарку, потому что мне это казалось вообще неинтересным делом, неинтересной историей. Ой, что эти там рецепты, боже, еще эти фотографии делать. Ну, короче, целое дело. Надо же было деньги возвращать, потому что я там за курсы потратила, там на отзывы. А, еще ж раньше можно было у индусов отзывы заказывать. Они там по сравнению с тем, что сколько мы там сейчас сходятся нам отзывы, да, то, что хотели индусы, это сущие копейки. Вот, ну, даже тогда, м, ты понимаешь, что отдать те же $300 индусу, но просто ты тогда раньше заказывал там по 100 отзывов, по 50 отзывов, по 200, ну, короче, чем больше, тем лучше. И ты тоже такой, ага, вот это отдать $300 индусу, когда ты вообще ничего не зарабатываешь, а только Ну да. бесконечно вкладываешь. Ну да, ты такой сидишь и думаешь, а стоит ли? Ну, тогда эта история аж там в октябре, в ноябре вся накрылась, то есть отзывы нельзя было заказывать у индусов, потому что аккаунты очень-очень сильно банились, вот, и банились не так, что там из 100 10%, а, грубо говоря, там у каждого второго человека банились аккаунты, и у нас там в группе у людей много побанилось аккаунтов, да, ну и вообще среди амазончиков, я знаю, банились аккаунты. Ну, в общем, я не стала рисковать, заказывать отзывы индусы, что я пошла, да, и тогда на тех курсах, где я была, решения этому не было, то есть Мгм. никто не знал, что делать, а у меня готовая книжка. Вот, я кучу времени, я ее писала лично, самостоятельно, 3 недели, потому что я понимала, что копирайтер не будет сидеть и, ну, во все это дело вникать, вот. А у меня там еще книга была, ну, как сказать, не просто кулинарка, а там со своими специфическими особенностями, и я понимаю, что даже если копирайтер мне напишет эту книгу, как я буду проверять, если я ничего в этом, ну, не понимаю, я не разбираюсь в этом. И я начала в этом разбираться, да. И так как я более там 10 лет занимаюсь очень, ну вот прям, грубо говоря, 24/7 маркетингом, я ж там начала составлять анализ конкурентов, структуру разработки книги, что хотят покупатели, Мгм. да, более Мгм. покупателей, преимущества моей книги. В общем, у меня там портрет СА занимал, ну, страниц 20, наверное. Вот я просто это все расписывала и пыталась понять, что мне нужно сделать, чтобы мою книгу полюбили. Не то, что я написала детскую книгу с картинками, а я ее так люблю, мои дети любят, друзья так любят, а денег ноль. И я реально очень-очень сильно над этим заморочилась. Вот, и так получилось, что я ее уже как бы начала и сама писать. И за 3 недели я ее написала. Amazon подтвердил ее публикации, тут надо заказывать отзывы, а М. отзывы я не знаю, где заказывать. Мгм. Вот, ну, круто, конечно, что у нас есть амазоновские группы в "Фейсбуке". Я помню, кстати, мне очень помогло, я смотрела твои видосы по "Хелиуму", потому М. что ту информацию, что нам давали на курсе, мне всегда было мало. Я не понимала, ну там сняли видео про "Хелиум" на 10-15 минут, я все равно ничего не поняла. Вот я, ну как, я поняла, там есть поисковой запрос этот, search volume, да, там есть и keyword, sales, ключи, по Мгм. которым больше всего идет продаж. Ну и что? И там эти кучу таблиц, да, и Мгм. вроде как маркетологу мне эти все названия таблиц понятны, я понимаю, но я не знаю, как применить их в своем бизнесе на "Амазоне". Вот, и я помню, нашла твое видео, оно там шло у тебя часа 2, по-моему, "Хелиум", я не Ну, помню что-то да, какое, и там. ты в нем, Мгм. Есть да, был и у ты в меня. нем еще рассказывал, что я на короне видео вообще 24 часа, у меня есть 24-часовое видео. Всем, кто не видел, посмотрите его. И мне реально очень-очень помогли твои видео, поэтому я очень безумно рада, что мы с тобой дружим, общаемся и познакомились. Вообще супер. И Спасибо. после этого, да, это очень мне помогло понять вообще, какие существуют прибыльные ниши, потому что, опять Мгм. же, в том же кукбуке нельзя писать все, что видим, то и пишем. Нет, так это дело не работает. Вот, мы должны писать прежде всего, да, в прибыльных нишах. Вот почему кто-то заходит в книжный бизнес и зарабатывает деньги, и вот чуть дальше мы с Вовой расскажем, как у меня получилось заработать $5000 с М. одной книги за май. В мае это было Вау. 2024 года. Да, а кто-то приходит, и таких историй очень много. Как Вова сказал, у меня есть группа в Телеграме, да, и вот к нам, слава богу, сейчас уже не приходят.
Такие истории. Я надеюсь, что, возможно, видео, которые я снимала про то, что, ребята, не пишите, пожалуйста, книги в word-серчах и раскрасках, пожалуйста, не пишите, потому что это все просто реклама. Ну, грубо говоря, это просто развод. В этой нише нету денег, вообще нету. И почему? Просто маржа $1.75. Там это, грубо говоря, максимальная маржа $1.75. Как? Да, да, как, с доллара с с доллара 75 можно получить, как говорят в рекламных роликах, $10 000 в месяц. Если Да. у нас в среднем, ну вот просто там в среднем это будет считаться хорошей, отличной историей, если мы получим 10 кликов и одну продажу. Но, сори, у нас клик не стоит 0,10 центов. У нас Мгм. клик, это очень надо хорошо постараться, ребята, чтобы клик стоил 0,50 центов. Это, да, у нас сейчас такая история, что в июне у нас есть клики, которые стоят по 0,50 центов. Но мы к этому дошли, как я говорю, я минимум каждый день я проводила 4 часа анализа рекламы. Это был минимум на протяжении вот, ну, полугода, это точно. И плюс у меня есть партнер Ярослав. Да, я немножко тоже расскажу очень-очень интересную историю. Надеюсь, она вам понравится, как мы познакомились с Ярославом. Вот, и мой партнер, естественно, Ярослав, он тоже каждый день, минимум 4 часа в день проводит аналитику всех рекламных кампаний и рекламного кабинета. И благодаря этому, да, мы сейчас можем рассчитывать процентов на 50. И то это ж не всегда бывает, что клик у нас может иногда быть 0,50 центов. Но, естественно, когда ты новичок и когда ты только заходишь в эту нишу, у тебя ни при каких раскладах не будет клик там 0,50. Он в лучшем случае у тебя будет 0,70 центов. А у тебя маржа книги $1.75, а тебе минимум нужно сделать 10 кликов. Вот объясните, пожалуйста, как вы тогда можете заработать $10 000, да? То есть мы должны 0,70 умножить на 10 кликов, это получается у нас $7. Это $7, и дай бог, чтобы мы получили одну продажу. И мы продаем эту там раскраску, либо этот word search, и у нас маржа $1.75. То есть мы уже в минусе на 6,75. Объясните, где $10 000, ребята? И вот такая история, понятно, я тоже там пошла на такие курсы, где мне рассказывали про word search, и понятно, что когда мы вот это вот, есть желание, огромное желание, я хочу зарабатывать в книжном бизнесе, $10 000, да, у нас мутнеет рассудок, и М. мы почему-то вот эту самую элементарную математику не считаем. Когда мы получаем минус, да, и когда мы все-таки, у нас не пропадает желание зарабатывать на книжном бизнесе, мы изучаем эту тему, то мы начинаем в этом разбираться. И вот, ребята, прежде чем в любом бизнесе, вот вам говорят, заходите сюда, здесь можно получить там даже $10 000. Вот верите им или не верите, вот просто математику, вот просто такую посчитайте, да, прикиньте, сколько это будет у вас реклама стоить и какая маржа книги. Сейчас я очень рада, что практически у нас целый май ко мне в группу в Telegram не приходили истории, что люди пошли на такие курсы и слили по 2-3 тысячи долларов на рекламу на вот эти ниши, word search и раскраски. То есть у них на курсах было 150 человек, из этих 150 человек 90 человек писали word search и раскраски. Ну, вы представляете? Вот. Понятно, что не каждый там подсливал 2-3 тысячи долларов, но таких историй вот мы получали каждую неделю. Каждую неделю к нам кто-то приходил, там компания с группы приходила, говорила, ребята, а мы написали, а мы уже 1000 потратили, а мы уже $2000 потратили. Когда мы начнем зарабатывать? Ну, естественно, в группе все ж эту историю знали и, естественно, говорили, ребята, ну, не стоит. Word search раскраски просто заканчивайте. Да, жалко, что вы потратили уже $2000, но просто все выключите. Вы не заработаете на этих денег. Очень часто люди спрашивают, и вообще существует мнение о том, что есть амазончики, которые пишут word search раскраски и зарабатывают деньги. Да, такая история есть, но они начинали это все дело в 2016 году как минимум. Насколько я знаю, даже люди, которые начинали писать уже word search и раскраски в 2018 году, у них уже не были такие результаты колоссальные, и для них эта тема не была так проста. Вот те,
то старички Амазона, кто успел запрыгнуть, да, в эту тему, у того, конечно же, это получилось. И, конечно же, они там зарабатывают и $5000 в книге, с одной книги, и Мгм. 6, и $10 000, да, у них роялти. Ну, еще нужно вычесть рекламу, но они все равно будут в плюсе. Они не тратят на рекламу бешеные деньги. Ну, сейчас такая история нереальная, потому что алгоритмы Амазона уже поменяли сколько раз. Ну, каждый месяц алгоритмы Амазона меняются. И Мгм. за вот эти вот 6 лет, которые там с 2018 года, да, прошли, уже все поменялось. Спрос, конкуренция выросла, а спрос не вырос. То есть, да, предположим, раньше интересовалась там тысячами, ну, это мы на примере будем рассматривать, да, 1000 людей покупали эти веб-серчи ежемесячно. Но когда конкуренции 10 человек, естественно, все при деньгах оказываются. И когда конкуренции уже 20 человек, то, естественно, прибыли становится меньше. А когда конкуренции 100 человек, и понятное дело, что те, которые были в начале, в основах, скажем так, этой зарождающейся там ниши, либо этого там книжного бизнеса по вертсерчам на Амазоне, ну, они уже стали лидерами. Они там висят на первых строчках, и как Да. ты их оттуда уберешь? У них реклама откручивается. И да, у них будет реклама по 0,10 центов за PPC, потому что Amazon, ну, как бы более лоялен к старичкам, которые уже посливали по $10 000, по $20 000 на рекламу. Да, он CPC им делает ниже, как я говорю, типа скидочки такие, лояльность. А новичкам, конечно, Amazon тоже их продвигает, но в этих нишах из-за низкой маржи, ну никак, ребята, нельзя заработать $10 000. Итак, это я так рассказала, потому что, серьезно, да, у меня, если честно, сердце начинает очень-очень сильно переживать, когда, правда, вот в группе была история, девочка деньги взяла в кредит $2000 на эти курсы и на эту рекламу. Ей отдавать нечем. Ну, и я с Украины, я сейчас в Киеве нахожусь, и, естественно, у меня в основном там украинцы в группе, и я понимаю, что происходит в Украине, да, и, скажем так, украинцам с каждым днем все сложнее и сложнее зарабатывать эти деньги. И, конечно, это печально. Печально, когда люди верят в такие курсы, печально, когда рассказывают про такие курсы, да, не чтобы помочь украинцам, реально помочь, зарабатывать им деньги, да, просто рассказывают сказки, люди верят, берут деньги в кредит, либо несут свои последние деньги, вот, и у них ничего не получается. Но не будем о грустном, давайте немножко о мотивации, да, и о хороших историях, которые заканчиваются хорошо. Итак, отзывы. Я запустила книгу, написала ее, все, Amazon approve. Мне нужны срочно отзывы. Я понимаю, индусовские отзывы мне не подходят. Что делать? Что делать? Мой мозг начинает бешено работать. И огромное спасибо всем ребятам, которые заводят группы по Амазону в Телеграме, во всех социальных сетях. И я начинаю там общаться с людьми, писала и комментарии. Кто-то мне отзывался, кто-то мне писал в личку, кто чем мог, помогал. И таким образом я познакомилась со своим будущим партнером. Я считаю историю огонь. Мы с ним вот с ноября, да, с конца октября, по-моему, с 22 ноября мы с ним. Да, мы с ним с 22 ноября вместе. Мы живем в разных городах и до сих пор не видели друг друга, но стабильно общаемся каждый день по телеграмму в переписке, да, и у нас там еженедельные созвоны. И я чисто случайно знакомлюсь с Ярославом. Он там мне что-то предлагает по отзывам, рассказывает историю, ну, называет цену. Я понимаю, что для меня это, ну, не совсем, как бы рентабельно сейчас, учитывая, что я в минусе. Я откладываю этот вариант на потом и пытаюсь что-то узнать. И опять же, так как никто не знает, как эти получить отзывы верифицированные и с наименьшим баном для твоего аккаунта, потому что в любом случае любые отзывы, которые там мы сейчас заказываем, да, в книжном бизнесе, любой KDP-шник, он рискует, потому что как бы эти отзывы не совсем легальные. Но можно к этому творчески приспособиться и, как я говорю, с наименьшим процентом бана для себя делать. Я узнаю другие там отзывы, другие истории, как-то начинаю общаться в этой теме, и недели через 2
Ярослав мне пишет сообщение: Тарья, привет, подскажите, пожалуйста, вы бы не могли мне перевести деньги на Пионер, а я бы вам на Вайс? Ну, мне кажется, в 90% случаев люди бы вообще не ответили на это сообщение, или бы там, ну, это их бы насторожило, они подумали какой-то М, развод и все такое. А я пишу: да, окей, только я могу там так и так, там чем помочь и так мгм. далее. Честно, я не знаю, почему я так написала. Ну, я, в принципе, всегда открыта к новым знакомствам и стараюсь, да, там, помогать людям, быть отзывчивой, как-то строить диалог. Вот. После этого мы начинаем общаться по книжному бизнесу, вот, а он тоже занимается бизнесом. По-моему, на тот момент я как-то разобралась с отзывами, и я уже запустила вторую книгу. Да, на тот момент у меня была история, что первую книгу по кулинарке я запустила, но там была история, что я потратила $2000 на рекламу, а заработала, ну, максимум 2200. То есть мой профит, да, Окей, составил $200. Но окей. я была уже рада, я подумала о том, что у меня уже не минус, у меня уже не ноль. Я хотя бы просто научилась хотя бы играть в эту игру. 2000 вложила, 2000 я забрала. Не так уж и все Мгм, плохо, я подумала. Вот. И мгм, я на тот момент уже запустила вторую книгу свою по кулинарке. Там особо, в принципе, результатов никаких не было, вот, потому что я тоже была в процессе набора отзывов. Она там где-то проработала у меня неделю-две. Мы начали с Ярославом про это все разговаривать, вот. Он мне рассказал свою историю о том, что он в книжном бизнесе с 2018 года, и вот как раз тогда он тоже написал свою первую книгу, и тогда он зарабатывал и 5, и 6 тысяч долларов с одной книги в месяц. И, кстати, он тогда еще запускал книги без рекламы. Вот, мгм, да. То есть у него все книги чисто работали на органике, и вот одна книга приносила 5-6 тысяч долларов в месяц. мгм. Ну, он говорит, да, понятно, что потом там это не так, что целый год он получал с каждой книги по 5-6 тысяч долларов. Нет, естественно, там потом было и 3, и 4 тысячи долларов за месяц. Ну, как бы разное роялти было. Но сам факт, что там пару месяцев, либо там иногда эта книга доходила и до 5-6 тысяч роялти в месяц. Вот. То мы с ним разговорились, и получилось так, что на следующий день мы стали с ним партнерами по бизнесу книжному. Да, он сказал: если есть желание, то давай я тебе помогу с книгами. Думаю, что у нас все получится, и 50 на 50%. И да, да, я согласилась, и вот мы по сей день с ним вместе. Очень рада тоже знакомству. Круто. Никогда даже не думала, никогда не думала. Просто общалась в Facebook-группе по Амазону, даже не помню в какой. И сейчас у нас написано много книг, есть там разные аккаунты и история, которая случилась у нас в мае. Для нас Мгм. тоже неожиданно. Вот. Ярослав мне всегда говорил: Даш, ну нет, ну вряд ли у нас получится заработать 5000 долларов сейчас, в мае, в 2024 году. Пойми, спрос весной, летом падает. Ну, так же все амазончики, старички говорят. Вот. Но да, для нас это тоже было неожиданно. У нас получилось в мае с одной книги заработать 5350. Вот роялти. Я могу это показать. Будет Так. интересно глянуть, как это вообще выглядит там изнутри. Ну, и спасибо, что поделилась историями. Да. Сейчас мы в кабинете KDP, это кабинет книг, как бы скажем так, Amazon, да? Да, это ваш кабинет, в котором вы видите свое роялти. Вот, вы можете видеть Роялти — свое это роялти. то, что тебе должен Amazon перевести чистыми уже. То есть после того, что Amazon забирает свои комиссии с этих книг. Можешь чуть рассказать, что мы видим? Да, да, Пожалуйста. конечно. Смотрите, Amazon всегда забирает себе 60%. Вот, вы получаете 40%. То есть, если ваша книга 18,99 долларов, а я всем рекомендую, ставьте, пожалуйста, 18,99 долларов. Это отличная стоимость. Не надо пугаться, что у некоторых конкурентов книги стоят там 15 долларов, 14 долларов. Да, есть там как я называю, отчаянные конкуренты, которые ставят стоимость книг по 8, по 9 долларов, не стоит обращать на это внимание. Ставьте смело
$18,99, и ваша книга будет продаваться, ну, суперски, она будет продаваться отлично. Почему нужна именно такая цена $18,99? Потому что у вас тогда маржа будет составлять $7,24. Это именно такая маржа позволит вам зарабатывать на книге. Вот, то есть у вас стабильно одна книга в месяц будет приносить 2-3 тысячи долларов. В худшие времена, даже при том, что будет падать спрос, допустим, весной и летом, ваша книга будет минимум вам приносить 1000-1500 долларов. И это, я говорю, 100%. Если вы немножко там подумаете, да, там начнете всю эту историю анализировать, будете много этому уделять времени, то у вас будет и, скажем так, весной-летом ваша книга стабильно приносить 2-3 тысячи долларов. В зимний период, да, там начинается Q4, он в сентября, по-моему, начинается, да, Q4. Ну, Q4, как бы, да, последние 3 месяца в году, это А октябрь, я ноябрь, декабрь, да, считай, примерно вот. там, конец года, короче, да. Ну вот, и получается октябрь. Вот с октября ваша книга, если она, допустим, стабильно приносила вам там 2-3 тысячи долларов в месяц, то в октябре можно смело умножать на это на x3, и такое роялти вы будете получать с одной книги. Но это, опять же, будет длиться 3 месяца. В принципе, есть такое мнение о том, что там книжные амазончики, ну, наверное, шестселлеры, да, Вов, вы же тоже больше денег получаете за вот эти 3 месяца. Короче, в общем, вообще все Ну, амазончики. да, да, у нас тоже, например, как бы, вот ты говоришь, там иногда в книгах там май, апрель, например, спускается, но у нас такая ниша в продуктах на Amazon, продукты для барбекю, и у нас это как бы подъем. У нас там май, июнь — это пик Мгм. вообще, потом чуть спускается и так далее, но это зависит от ниши и так далее. Я думаю, в книгах тоже, в книге по барбекю, которые там описывают, не знаю, что-то гриль, скорее всего, тоже они, возможно, к лету, ну, потому что лето — это сезон барбекю, а Q4 — это сезон подарков, то есть любителям барбекю дарят подарки также, поэтому даже наши барбекю товары чуть-чуть поднимаются на Новый год, но пик все-таки летом. Вот, и Даша, я тебя хотел спросить, так, чтобы понять и мне, и ребятам, потому что я не из книжного бизнеса, а из Amazon Private Label, но вот сейчас мы видим $5367, это royalties. Это после того, что Amazon забрал свои 60% или 40%, сказала, Amazon забирает? 60. 60 забирает с этой цифры 60% или уже забрал? Здесь мы видим после того, уже что забрал. забрал. Ага, то Смотри, есть уже забрал. продаж Это было наш. на тысяч, сколько получается, 12, да, долларов, 13 где-то, купилось книг, то есть купилось там несколько, я так понимаю, давай посчитаем, ну, сотен книг, там штук 700-800, да, что-то такое там, М, правильно, 18, Да, я что-то, думаю, купила, да, 1500. 1500 Более юнитов, 1000, ага, да, более 1500. Тут стоимость книги, по-моему, 15,99. Вот. окей, Она понял, то немножко есть ниже. это Да, одна ну книга, мы почему сейчас смотрим результат или двух книг, я вижу two selected нет? books, или это, что это такое? Смотрите, тут написано 2 книги. Почему? Потому что есть paperback, а есть hardcover. Ага, я понял. То есть разные материалы, Вот. то есть есть, ну, как Да. такая, я на русском не знаю, как это будет в языке. Может, ты знаешь, как перевести? Мгм. Paperback — это мягкая обложка, Мгм. мягкий переплет. Да, да, да. И hardcover — это твердый переплет. То есть книга приходит в твердой обложке. Также есть Kindle-версия, электронная версия. Но Мгм, в данной мгм. книге тут у нас нет электронной версии. Тут есть у нас просто печатная paperback и hardcover. Поэтому Amazon указывает как 2 книги. И эта книга была написана еще в октябре 2023 года. Ну, тогда Amazon еще вот делал отдельно, скажем так, отдельную Мгм. строку для Понял. royalty paperback, Мгм, отдельную строку для royalty hardcover, отдельную строку для ebook Kindle. мгм. Сейчас же вот мы пишем книги, и оно просто показывает одну книгу, но там разные графы, типа paperback и Kindle, электронную версию он считает, вот. А Понял. тогда еще считал, да, да, по-разному. И мы Вот. видим большой пик А, тоже 19 мая. Куда-то у вас какая-то да. распродажа была, блогер вас прорекламировал. Что произошло? Как бы вы знаете, почему такой взрыв продаж, интересно? Да, в этот день мы получили максимальное количество продаж. Честно, не совсем мы сами понимаем, почему такое произошло. Возможно, свою роль сыграла реклама. Возможно, в этот день подоходили, скажем так, ордера с других дней. Это тоже Мгм. может быть, но вообще по стандартам ордера доходят в течение 3-4 дней.
И как бы такой там бешеный пик, да, как бы по идее мы не должны видеть. Но в "Амазоне" бывают разные вещи. А, И почему именно так, да, случилось. Вот. Возможно, есть еще такое предположение, что, может быть, он что-то там не досчитал нам в апреле. Хотя, опять же, это такая маленькая вероятность этого, потому что Amazon всегда все считает правильно. Но почему-то в этот день мы получили огромный пик продаж. Вот. Поэтому у Амазона мы не можем спросить, почему такое произошло. Он на это не да. отвечает. Да, ну Вот. я так погуглил быстренько, вот сейчас прям, как мы говорили, 19, я так просто прикидываю, поделюсь коротенькой своей историей, вернемся к тебе, пожалуйста. 19 мая это в Америке был National Armed Forces Day, день армии, знаешь, какой-то, может быть, я не знаю, если у вас связано как-то с этим книгом, может быть, ну, Amazon какие-то скидки, не скидки, а промо делал на этот день специфические, может быть, ваша где-то книга в выдаче попалась, не знаю, ну, такой чисто этот, ну, просто этот день связан с этим. А также хотел поделиться, что как-то раз ну, у нас там товары для барбекю, у нас там максимум тоже какие-то были дни такие, знаешь, там вдруг взрывы на несколько сотен продаж, например. Но мне запомнилась одна продажа на 8 штук всего лишь. Это гостиница на Гавайях заказала у нас четки. Он рассказал там чел, ну что, как тебе объяснить, то есть заказали давно еще и перезаказывали каждый раз по несколько. И потом он написал нам, говорит типа алоха, ну это привет там на гавайском, да, я знаю, махалу, алоха, знаешь. И он говорит, ну вот у нас там гостиница, у нас там люди грилят, и мы вашими щетками пользуемся, как бы, можете нам там, которая поломалась, там, как бы заменить. Вот, и он заказывал по 8 штук, этот чел, короче. Ну вот такая моя история. Ну, одно окей, ну вот у вас, ты говорила, да, вот 19 мая, продажи, Супер, во. Ну забавно. вот, мне кажется, мы даже, видишь, ты решил нас квест. Скорее всего, да, это на празднике. Был такой пик продаж, вернее, да, скорее всего, промо, рассылку сделал Amazon. Да, Он же может да, делать в письмах, да. да. Скорее всего, все люди начали Сколько книг покупать где-то. продалось там, штук? Можно узнать вот этот вот пик? Да, ну Ну, почему, Вов? Могу. За месяц у нас продалось с 1 мая по 31 мая 2024 года. Этой книги у нас всего купили 867 ордеров. Ну то и есть, пик, пик это был, да? Ага, там что-то, вау. да, пик, естественно, Интересно. То есть 570. еще 300 юнитов разбились по разным дням, то есть где-то там в среднем, если я правильно подсчитываю, да, даже чуть меньше, 290 там, считай, юнитов на другие, например, сколько там, 30 дней еще, то есть где-то 10 юнитов в день, ну, то есть 10 книг в день там где-то продавалось, кроме этого крутого дня, что прикольно, правильно? Вот Да, по 13 дней, если 13, сделали. да. Это да, вообще супер. Ну, такая вот история получилась. Скорее всего, это удача, как я считаю. Вот. Но, опять же, как сказать, если не ставить цели и не ставить амбициозные цели, я хотела, чтобы у нас получилось заработать $5000 с одной книги. Вот, и так это получилось. Я считаю, когда ставишь, скажем так, все наши мысли, да, и все наши желания, они материальные, поэтому, когда ставишь цели, ты всегда их достигаешь. Не факт, что если бы мы не ставили эту цель, да, $5000, у нас бы все это получилось, и Amazon бы с каких-то там делов начал рекламировать нашу книгу всем Мгм. подряд, потому что, скажем так, до этого момента, до мая, да, он так не рекламировал все наши книги. И, ну, с одной книги мы там зарабатываем 2-3 тысячи долларов в месяц. Вот это как бы так стабильно. Даш, а сколько на Вот. рекламу ушло в этом месяце? Можно узнать, чтобы мы прикинули просто вот Да, на... так, на рекламу в мае, с 1 мая по 31 мая 2024 года, именно на эту книгу мы потратили $553.91. То есть Мгм. мы видим, что довольно немного. АКОС составил 31% на эту книгу. Вот, импрессии 190 тысяч импрессий, ордеров у нас 116, кликов у нас 917. Давай чуть-чуть объясним ребятам, кто смотрит, что такое, что за импрессионы, что такое косы. Те, кто, конечно, Да. акулы Amazon рекламу уже тут все рассчитали там, и все окей. Но для тех, кто там еще не совсем знает, что, ну, вот спенд это сколько потратили, правильно? Это, то есть, в общем, на клики, то, что накликали на нашу рекламу, ушло $553. Ну, 554 даже, можно сказать, почти. Потом следующий Да, АКОС. АКОС — это показывает соотношение, сколько мы потратили на рекламу и сколько мы заработали. То есть, если, допустим, мы потратили $7 и маржа нашей книги составляет $7, то у нас мы вышли в ноль.
грубо говоря, по деньгам, по доходу, по прибыли. И мы должны еще просчитать формулу допустимого своего АКОСа. АКОС будет каждый раз разный для каждой книги. Почему? Потому что каждая книга у вас будет с разной стоимостью. И, соответственно, на каждую книгу у вас будет разная маржа. Почему так происходит? Потому что одну книгу вы, допустим, напишете на 90 страниц, а другую книгу вы там напишете на 75 страниц, другую книгу на 100 страниц и так далее. И цена этой книги, каждой вашей книги будет разная. Поэтому существует и стоимость печати Амазона будет разная. Это же чем больше вы пишете страниц в книге, тем дороже выходит стоимость печати амазоновская. Вот. Интересно. И, соответственно, вам что нужно делать? Чтобы вот сохранить вот эту маржу минимальную, о которой я говорила, $7, да, вам что нужно делать? Вам нужно цены либо завышать, больше делать, чтобы маржа была $7, либо вам нужно сокращать количество страниц. Да, я рекомендую писать книги 75 страниц. Отлично, не надо переживать, что ой, это мало, количество страниц и все такое. Ребят, смотрим на нынешний мир. Мы заходим в магазин, сыры у нас почем продают? Уже точно не по килограмму. И заметьте, давным-давно. Что там в магазинах пишут? Стоимость 100 грамм такая-то. Мороженое. Ну, зайдите в магазин. Я не любитель сладкого, но вот лето недавно покупала мороженое. В общем, там мороженое было. Ну, ребят, ну вот такое. Я не знаю, как взрослому человеку можно наесться таким мороженым. М, Ну, это я к чему? В общем, смысл вы поняли, что сейчас все урезается, то есть становится меньше и меньше, там те же граммы, но мы же не продукты продаем, мы книги продаем, поэтому нам можно, да, урезать наши страницы, чтобы стоимость печати Интересно. была, ну, максимально низкая, чтобы Amazon не сказал, что: "О, я хочу $10 за это". Вот чтобы такой истории не было, напишите 75 страниц. Вот нормы. Вот вы просто попробуйте, вот просто возьмите и сделайте это, как я вам рекомендую. Я рассказываю только правду. Вот серьезно, ребята. То, как делаем мы, и, как видите, мы зарабатываем деньги. У нас получается. Я понимаю, что на всех курсах учат, и по маркетингу это правильно, нужно анализировать конкурентов. Я полностью с вами согласна. Мы это делаем. Мы очень к этому подходим качественно, анализируем всех конкурентов. И да, вы увидите там, что конкуренты пишут 150 страниц. И да, они там ставят цену 18,99. Не надо, чтобы это вас смущало, потому что рассказывают по книжному бизнесу? Рассказывают, находишь удачного конкурента с низким бестселлер-ранком. Бестселлер-ранк — это когда ты закачиваешь приложение, Вов, ну тогда ссылками поделимся. Есть там специальное приложение Quick View в Amazon, по-моему, называется. Оно бесплатное, расширение ставишь себе на Google, как сказать, Google Chrome, да, Google Google браузер. браузер, да, это, как сказать, блин, даже не знаю, как называется. Поисковую, да, устанавливаешь, оно совершенно бесплатное. Как только ты его установил, ты тогда сможешь, заходя на "Амазоне", наводя на книжечку, ты сможешь видеть данные этой книги, то есть там тот же бестселлер-ранг. И вот, чем ниже бестселлер-ранг, тем что это означает? Тем конкурент зарабатывает, ну, больше денег, он делает больше продаж. Он там, допустим, делает 30, 40, 50 продаж в день, соответственно, он получает, больше роялти. И, соответственно, что? Нам нужно анализировать таких конкурентов, потому что мы же тоже хотим такими быть. Вот. И что говорят во всей информации? Хочешь стать как конкурент, ну, грубо говоря, возьми и скопируй его, да, то есть ты там копируешь цену, ты там копируешь количество страниц. Ребята, это все правильно, но тут надо немножко как бы творчески адаптироваться. Вы прежде всего должны понять, сколько вы хотите зарабатывать в месяц. И, соответственно, предположим, вы хотите зарабатывать $2000 в месяц. Вам нужно посчитать, сколько вам нужно потратить денег на рекламу, чтобы получить эти $2000. Ну, как бы существует в маркетинге такое понятие, и вот я на своем опыте в книжном бизнесе я поняла, что я хочу тратить из этой суммы 30% на рекламу. То есть я не хочу Амазону отдавать $1000. Вот смотрите, вот та история, которая, да, вот сейчас мы видим, почему так получилось, что мы там заработали $5000 и потратили всего лишь $553, да. Но прежде всего у нас реклама изначально настроена правильно. То есть там стабильно эта книга где-то приносит нам в месяц 2-3 тысячи долларов. Соответственно, я из этой суммы, ну это по плану, то есть мы запланировали, что эта книга будет нам столько денег приносить, и мы каждый день, ну, работаем над этим.
И, соответственно, в плане по рекламным расходам мы обязательно все прописываем в Excel. Вот это то, что вы там посчитали в уме, что-то запомнили, завтра вы там перепутали. В общем, такой истории не надо. У вас Да. должны быть четкие Excel-таблицы, где вы должны понимать. Да, и я вот от этой суммы 2-3 тысячи долларов я отнимаю 30%. Вот смотрите, сколько это получается. Это у нас получается 600-900 долларов мы должны потратить на рекламу, чтобы мы заработали 2-3 тысячи долларов с этой книги. Я изначально всегда закладываю больше рекламный бюджет, вот, потому что как бы цели я ставлю амбициозные, поэтому там я всегда планирую, что в 90% случаев мы заработаем 3000 долларов с одной книги. Соответственно, мы на рекламу должны потратить 900 долларов в месяц. Соответственно, я эти 900 долларов в месяц делю там на 30 дней, и я понимаю, что мне надо в день тратить минимум на эту книгу 30 долларов, вот, да, чтобы там дойти до своей цели. И таким образом у меня получается не сливать деньги, да. Я просчитываю вот этот допустимый окос. Вот этот вот окос, он мне помогает смотреть. То есть что я делаю? Я маржу книги, да, допустим, 7 долларов я делю на 18,99. И Мгм. я получаю окос максимальный 38%. То есть за 38%, ну, я не должна выходить. 38% это сигнал к тому, что я уже работаю в ноль. То есть я Правильно. положила 30 долларов, я их забрала 30 долларов, но я ничего не заработала с рекламы. То есть это мне надо надеяться на органические продажи. Конечно, органические продажи помогают, конечно же, они есть, но из нашего опыта они, вот знаете, такие. Одну неделю мы считаем все по неделям. Ну, допустим, на одной неделе органических продаж может быть там где-то в процентном соотношении 35-38%. А Мгм. другая неделя это может быть там 50-60% органики. То есть оно скачет. Как сказать, если я на рекламу могу повлиять, да, там что-то подстроить, там проанализировать, где-то биты уменьшить, какое-то ключевое слово поменять. Если мне не нравится CTR, я там заделала другую лучшую обложку и получила лучший CTR. В общем, я могу рекламу контролировать. Органические продажи я не могу контролировать, да, я никогда не знаю, какой у нас будет процент органических продаж каждую неделю. То есть я не знаю, что там чудит Amazon. Он может прорекламировать мою книгу, да, в письмах, в промо-письмах. Может не прорекламировать, да. Он может начать рекламировать меня на листинге конкурентов, да, а может он этого не делать. В большинстве случаев мы там замечаем, что наши книги он так делает, но иногда есть книги, ты видишь, так, вроде все книги прорекламировал, а вот какой-то книге, ну, ты видишь, замечаешь, что ее нету на листинге, как это обычно у тебя должно происходить. И, естественно, это все влияет на органические продажи. В среднем, да, в среднем у нас получается приблизительно, что органика нам приносит 50%. Это там ну, от месяца, ну там то 48, в каком-то месяце 48% органики было, там в каком-то месяце у нас там 55% органики. В апрель, в мае, это же книга в мае у нас, да, в мае, естественно, у нас будет больше Да. органики, потому что мы органических продаж тут получили намного больше, скорее всего, с промо, как мы Мгм. выяснили. Вова сразу вот молодец. Какой праздник 19 мая? Мгм. Сидим, Может гадаем, быть, да. думаем, боже, что Может мы быть, сделали в как-то. рекламе? Что мы там сделали в какой-то SEO-оптимизации? Мгм. Так что, ребята, я всегда говорю, прежде чем слить какие-то деньги на рекламу, даже 200 долларов, понятно, что это немного, и понятно, что нужно 2 недели минимум тестировать свою рекламу, и 200 долларов это ни о чем, да, Вова? Это так. Вообще и 1000 долларов это ни о чем для теста рекламы. Зависит, но вообще, да, надо Но чем больше, тем лучше, но я что-то мы видим всегда даже с минимума, да. Как бы, но, конечно, это мало. Ну, надо постоянно, на самом деле, да. рекламу делать, и она в итоге Но я оптимизируется. всегда В этом рекомендую, прикол чтобы тоже, да, конечно. да, со временем, конечно, она оптимизируется, но я всегда рекомендую, особенно новичкам, когда вы там, ну, не особо понимаете, что как с вас будут сниматься эти деньги, да. Вот я рекомендую обязательно все это пропишите. Не поленитесь потратить свое время, записать все формулы. Вот, все формулы, в принципе, можно найти в интернете, а также вы можете посмотреть у меня на YouTube-канале.
видео Ага. там про финансовые планы, там как сделать АКОС 38%. Я прям рассказывала все там и про формулы, и как все это посчитать. Вы можете все это записать в Excel табличке, и я уверена, что минуса у вас будет намного-намного меньше. А большая вероятность того, что вы по рекламе сразу выйдете в ноль, тоже большая вероятность того, что вы сразу начнете зарабатывать и с рекламы. Поэтому смотрите, и так как я знаю, что у меня допустимый АКОС 38%, и я стараюсь всегда еще 10% зарабатывать с рекламы. И понятно, что это не всегда так происходит, но как бы у нас цель тогда, чтобы допустимый АКОС у нас был 28%. Мы стараемся не выходить за 28%. И именно это позволяет нам не сливать деньги. И поэтому даже если мы ставим, как мы с вами посчитали, что мы в день, ну, для этой книги, да, чтобы заработать $3000, 30% на рекламу, $900 в месяц, соответственно, $30 в месяц, $30 в день, подождите, $30 в день мы должны тратить. И вот, смотрите, мы смотрим каждый день, как не слить бюджет. То есть я смотрю, если у меня АКОС ниже 38%, и я при этом потратила $30 в день, то значит все у меня good. Я хотя бы вышла в ноль. Если у меня АКОС будет ниже 38%, там 31, 29, 28, то я еще и с рекламы зарабатываю на, короче, продаже книг. Я считаю, что именно это помогает нам не сливать деньги, а именно зарабатывать деньги. И еще Ну, в тут, итоге это ж смотрите, такой влияет тоже на показатель есть органические импресс. такие показатели. Потом ты как бы прокачиваешь рекламой, ты там, например, какой-то ключ, там, книга для готовки там борща, например, just example. Там сначала ты на второй страничке органически, ты делаешь рекламу, тебя покупают по рекламе, и Amazon тебя поднимает. То есть в итоге тебе больше органики становится, ну, через рекламу. Хотя бы так это в private label, не знаю. Я думаю, в книгах это похожий алгоритм, то есть как бы... а еще прикольно заработать с самой рекламы. То есть, ну, есть как бы вот, как говорил, break-even ACOS, то есть это та цена, при которой ты в ноль уходишь, это уже прекрасно как бы, потому что у тебя типа бесплатные продажи, то есть как будто ты не теряешь, но у тебя отзывы идут, например, у тебя улучшаются позиции. В минус тоже нормально иногда, потому что все равно, ну хотя бы опять же это в private label в начале иногда, потому что с мало отзывов у нас как бы не так уж хорошо продвигается, и реклама у нас с показателями хуже, типа, например, АКОС выше, чем break-even, то есть, типа, мы теряем, например, с каждой рекламной продажи, например, 50 центов или там доллар, например, да, но какое-то время мы готовы потерять это, чтобы получить эти отзывы с этих продаж, улучшить ранки и так далее, вот, и, ну, я думаю, в книгах похоже, то есть вот это АКОС, как бы, ну, вот ты объяснила прям так глубоко вот всю эту идею, и у тебя на канале также есть все, что надо, чтобы это все подсчитать, все эти ссылки будут в описании на YouTube-канал Даши и также на Telegram, и на все проги, о которых говорили, мы говорили про, как он там, ну, viewer вот этих, как он называется, этот Chrome Extension расширение, это Вроде бы ADS, Quick, Viewer, Quick View. Amazon. Ну, короче, да, мы это оставим в описании, Helium тоже оставим, есть бесплатный ак, скидки и какие-то еще проги, если будут, тоже все пооставляем. Ну, вот, это cost, impressions, я понимаю, это сколько людей увидели рекламы наши, правильно? Да, impressions — это сколько человек увидело нашу рекламу, скольким людям мы показались. Это тоже такой один из важных показателей, и я на него смотрю. То есть я понимаю, если у меня показов в день мало, если у меня показов нет хотя бы там 5-7 тысяч в день, ну, опять же, смотрите, нужно понимать, сколько вы должны еще рассчитать, сколько вы должны получать ордеров в день, чтобы заработать, допустим, ту же $3000. Вот, вы должны это понимать. Ну, приблизительно там у вас где-то ордеров 10 должно быть. Ну, в общем, вы это все можете посчитать сами самостоятельно. Мы не будем сейчас это считать, но вы должны понимать, что с 1000 показов вы можете получить 10 кликов. И тогда у вас CTR будет 1%. Это вполне реальная история. Я знаю, что у многих людей из книжного бизнеса, амазончиков, книжных амазончиков, многие не обращают внимания на CTR, и у них часто CTR низкие, ну там 0,80%, 0,60%. Вот, ребята, я такое не рекомендую. Понятно, что там у каждого свое мнение, свой опыт, мы не делаем такого. То есть мы запускаем книгу, и первые 2 недели мы тестируем обложку. Если она не показывает CTR 2%, ну или хотя бы 1,8% CTR, то все, как бы нам ну, нам эта обложка не подходит. А почему? Потому что вот, смотрите, математика.
Знаете, мы начали расти, и мы начали зарабатывать с каждым месяцем все больше и больше денег благодаря математике. Вот, я серьезно говорю, да. Как только мы начали вот считать, знаете, как говорят, каждый доллар, каждый цент в рекламе, да, и понимать, откуда растут руки-ноги, вот тогда мы начали зарабатывать. Пока этого не делали, да, мы зарабатывали, но это так, там, с одной книги там до $2000 мы зарабатывали, ну, что-то такое. И получается, смотрите, если у вас 1000 показов, у вас, по идее, должно быть 10 кликов. И если 10 кликов, это у вас CTR 1%. И если у вас 10 кликов, то у вас одна продажа. Соответственно, вы должны посчитать, сколько в день вы должны получать продаж. Ну, допустим, 10 хотите продаж. Соответственно, вам надо 10 000 показов в день. И очень часто, да, такие истории я знаю. У меня не работает реклама. Мгм. Так, ну давайте разбираться, почему. А я вижу, там показов и 1000 нету в день. А вопрос, почему не работает реклама? Ну, то есть мы понимаем, да, что нам надо для одной продажи минимум 10 кликов. Понимаете, вот 10 кликов. 10 кликов мы можем получить, это минимум 1000 показов. Если, да, если вы хотите там, скажем так, больше зарабатывать денег с рекламы, вы там хотите улучшать свои показатели, вы хотите оптимизировать вашу рекламу, что нужно делать? Нужно работать над своим CTR. То есть вот смотрите, представьте ситуацию, если у вас CTR 2%, то что происходит? То вы с 1000 показов вы получаете уже не 10 кликов, а вы получаете 20 кликов. Круто? Круто. И вы уже с 10 кликов получаете не один ордер, а 2 ордера. У вас же 2% CTR. Круто? 20 кликов. Круто. Да, и тогда с 20 кликов мы получаем 4 ордера. То есть с 10 кликов мы получаем 2 ордера, так как 2% CTR, а с 20 кликов мы уже получаем 4 ордера. И тогда, когда вот у вас CTR 2%, да, естественно, допустим, вы хотите, сколько там, 10 продаж, да, то вам будет достаточно где-то 2, ну, 3000 показов вам будет достаточно. Вот, и поэтому я всегда говорю, работать, стремиться надо к хорошему CTR. Что такое хороший CTR? Это классная обложка. Это не та обложка, которая нравится вам, вашей сестре, маме, бабушке, мужу, вашим соседям. Это не хорошая обложка, скорее всего, будет. Мгм. Хорошая обложка — это когда вы запускаете ее в рекламу, и вот там вот амазончик вам пишет: "Оцень CTR". Всё, это значит good. Ордеры, понятно, ордеры, да, клики, ну, то, что тоже мы говорили, сколько там кликают людей у вас. Ну, прикольно, разобрали вроде рекламу всю, и получилось, что, ну, конечно, я так понимаю, что был тот день, 19 и мы видим, что здесь реклама как бы, ну, особо там не было каких-то диких продаж с рекламы, то есть, скорее всего, в тот день это органические были продажи. Это прикольно, видимо, где-то, Да, опять же, или какая-то рассылка была, или откуда-то пришел трафик. Скорее всего, это, видимо, была какая-то рассылка, потому что, ну, если бы это, возможно, был какой-то, ну, например, блогер, который, например, в каком-то видео рассказал, то, скорее всего, ну, не факт, но, скорее всего, трафик бы, может быть, как бы потихоньку спускался бы, а тут как бы прям за раз бум такой взлетел и вдруг, ну, вернулся в норму. То есть, да, скорее всего, какая-то рассылка, и это круто. Насчет 500 с чем-то долларов на рекламу, ты объяснила, что вы стараетесь поднимать CTR, это click-through rate, это процент, сколько человек кликнули из тех, кто увидели. Типа, если CTR 2%, то 100 человек увидели, 2 человека кликнули. И вы любите вот этот процент, потому что, ну, если он пониже, то, ну, просто меньше людей кликают, и как бы реклама менее эффективна, возможно, и даже органика менее эффективна. И поэтому вы работаете с обложками, и, наверное, тоже с заголовками, или вы заголовок один делаете, или тоже меняете его, или как бы он все-таки остается один, и больше это все-таки обложка, или вот как у вас с заголовком, интересно, в KDP? Потому что в Private Label, ну, можно и заголовок там потестить, можно как так начать, так закончить, так ключи выставить. Обычно мы собираем все топовые ключи, которые продающие, стараемся их в заголовок пихнуть так, чтобы это еще и читалось приятно и какие-то вызывало там, ну, возможно, эмоции, знаешь, что было интересно там, ну, как работаете в KDP, вы заголовок тоже там тестите, не тестите, интересно. да, Вов, тоже, в принципе, то же самое, Ага. только М. смотри, нам заголовок нельзя менять, у вас можно? То есть, да, О, да, интересно, я не знал. То есть один раз как бы надо сделать его прям тип-топ. да, Интересно. То есть, да. вау, интересно. Ну, в этом, наверное, в принципе, и заключается сложность, потому что его надо изначально сделать правильным. Ну, в книгах есть тайтл,
Title — Мгм. это просто заголовок. И есть вторая строчка — это subtitle, это подзаголовок. И вот в печатной версии, в мягком и твердом переплете, paper и hardcover, мы не можем менять ни title, ни subtitle. Да, в электронной книге мы можем поменять, вот. Но я так скажу, что электронные книги много не приносят. Если одна книга приносит в месяц $100, в принципе, это good. Ну, да, да, и профита. Я не знаю, может, кто-то и зарабатывает, потому что, знаете, я слышу, что там кто-то в группе говорит, что вот есть люди, которые зарабатывают с Kindle-версий, с электронных книг. Я ничего не могу сказать, потому что я с ними не знакома, и то, что я вижу, ну, я слабо понимаю, представляю, как можно там зарабатывать. Хотя говорят, что вот это приложение есть для книг Амазона, где ты читаешь, и там, что Amazon прям супер-пупер платит, ну, достаточно много денег платят за то, что люди просто в этом приложении читают твою книгу. Но мы не замечали такого, вот, мы не замечали. Мы даже на Kindle настраивали рекламу, и там тоже такая история была. Ну, Kindle, в общем, он не растет у нас. Он, ну, грубо говоря, там как зарабатывал $100 в месяц, ну, вот так он и зарабатывает. Может быть, в Q4 он будет зарабатывать $200 в месяц. Но я не знаю, как заработать оттуда вот $3000, $4000. Я, ну, пока я не вижу. Ну, все может быть, войну, да. Вот, и вот в Kindle-версии можно менять заголовок и тайтл. Вот. Но опять же, во всех этих версиях в пейпербеке у тебя будет один бисар. В хардкавере у тебя будет другой бисар. А в Kindle-версии у тебя будет третий бисар. И поэтому то, что ты меняешь в Kindle, ну, можешь как бы поменять в Kindle-версии тайтл и сабтайтл, но по большому счету это тебе ни о чем не говорит, потому что тебе надо продавать печатные версии. Ты зарабатываешь деньги на пейпербеке там, и хардкавере. И как бы не особо релевантно то, что ты там будешь в Kindle, потому что тот заголовок, который будет работать в Kindle, не факт, что он будет работать у тебя там в пейпере, в хардкавере. И, короче, да, это, ну, как Интересно. бы такая история. Там разные бейсары и все такое. Поэтому, ну, Да, что мы другая делаем? модель как Ну, будто. да, да. Ну, обложку, слава богу, можно менять хоть 200 тысяч раз. И я там тоже в своих видео рассказывала, да, у нас получается там в 90% случаях делать сразу обложку хорошую, продающую, и там CTR, и 2%. Вот. Пару неделю тому назад, вот на прошлой неделе, если все будет good, Вов, вот тоже можем потом поделиться результатами. Ну вот на прошлой Мгм. неделе мы запустили рекламную кампанию, и там у нас CTR и 8%, и 20%. Вот, мы там тестим новые, скажем так, новые стратегии рекламной кампании. Я не знаю, сохранится ли это, Вов, дай бог, чтобы оно сохранилось, потому что, ну, возможно, и такая история, что через 2 недели этот CTR просто вернется на 1%, и как бы и Да-да-да-да. все. Вот, то есть Мгм, мгм. это такое. Пока оно там работает, пока все хорошо, в общем, ждем. Целый месяц сидим, ждем. Потом будем рассказывать истории. И да, у нас получается в 90% случаев сразу создать продающую обложку. Но вот я говорю, почему так происходит. Ребята, это нам повезло. Ну, потому что я в маркетинге более 10 лет. И Ярослав, мой партнер, занимается с 2018 года книжным бизнесом. Ну, вы понимаете, какой у нас опыт? И, естественно, Мгм. скорее было бы удивительно, если бы не сразу б делали, да, продающие книжные обложки. Ну, слушайте, столько лет этим заниматься, да. И плюс у меня дизайнер очень-очень классный, вот, Евгений, я тоже говорю, Женя, это все благодаря тебе. И тоже с ним чисто случайно познакомилась. Я считаю его самым лучшим дизайнером. Он делает нам и обложки, и все-все-все. Все, что нам нужно. А контент, естественно, абсолютно все. У него опыта в этом деле огромное-огромное количество. Это, кстати, единственный дизайнер. Я работала со многими дизайнерами, но он единственный тот, который, можно сказать, с первого, либо максимум со второго раза он делает, неважно что тебе, баннеры, креатив, обложку, сайт, но он конвертит. То есть там CTR всегда минимум 1%. Вот, как я говорю, это таких людей 1 на 1 000 000. Нам повезло, что такие люди, Вау, да, круто. в нашей команде. Нам очень это повезло. Но я хочу, ребята, сказать то, что не нужно думать, что с первого раза все получится. У нас есть книги, вот эти 10%. У нас есть книга, на которую мы обложку меняли раз 5.
И я не могу сказать, что она вот до сих пор работает так, как мы бы хотели. Она еще Мгм. не работает так, как мы бы хотели. Да, мы сейчас тоже думаем, так, что, опять меняем обложку, что нам на этот раз сделать, что не Да-да. хватает. Вот, поэтому понятное дело, что есть успешные книги, есть менее успешные книги, есть М. неуспешные книги. Это все нормально. Но и если нам нужно, мы будем менять обложку и 10 раз, и 20 раз, и 30 раз. Мы ставим цели, и мы хотим их достигать. Потому что когда ты меняешь, да, и я понимаю, это сложно, это трудно, это там в какой-то степени затратно, да, менять эти все обложки. Но если у вас книга уже работающая, и просто она не работает настолько, насколько вы хотите, ну, грубо говоря, вы можете с этих денег там постоянно менять эту обложку. Но вы таким образом учитесь. То есть каждый раз, когда мы меняем обложку, как, как сказать, мы становимся умнее и умнее, потому что мы понимаем, ага, надо было там изменить всего лишь вот эту деталь, и Мгм. оно зашло. Если бы мы это не делали, да, не меняли по столько раз бесконечно мы все тестируем. Если бы мы этого не делали, то, естественно, мы бы не знали. Мы бы не знали, что работает, а что не работает на «Амазоне». Вот, поэтому, ребята, особенно новички, если вы сделали первую свою обложку и у вас там CTR, не 1%, это норм. Это норм, это в 90% случаях будет такое вот, да. Если у вас до этого не было какого-то там такого опыта релевантного. Ничего страшного, делайте вторую обложку. Ну, ничего страшного, делайте третью обложку, четвертую обложку. Ну, как бы это все норм. Напишите вторую книгу, уже будете менять там не 3-4 раза, а 2 раза обложку. Ну, Да-да-да. и Мгм. да, ну, а как, Вов, ну, согласись, я думаю, что когда ты тоже начинала, ну, быть амазончиком, я думаю, ты тоже какие-то действия делал, ну, по много раз и всему учился. Да-да. Ну, бывало, что и бывало, что и продукты, которые как бы запускались после успешных продуктов, тоже были неуспешны. В большинстве раз как бы с каждым следующим продуктом или чем-то, что ты пробуешь сделать деньги, как будто таким или иным образом у тебя как будто лучше получается. Столько-то вложили денег, протестили там, потом еще, потом в следующий раз уже как бы вот столько результатов мы увидели, поэтому, базируясь на этих результатах, проще каждый раз что-то новое делать, потому что все больше и больше прошлых результатов. И вот ну, как бы как-то так, да. Да, я напомню еще раз, что в описании будут твой YouTube, Telegram группа, где активно там идет общение про KDP. Все полезные ссылки, видео будут, программы, о которых мы говорили. Что-то, что еще ты хотел бы поделиться чем-то, рассказать что-то? Ну, думаю, наверное, еще важно сказать, что нужно писать в прибыльных нишах, да, и как их искать, потому что, да, это, скажем так, книжным амазончикам, которые в теме, им уже понятно, да, что такое прибыльные ниши, что такое неприбыльные ниши. Обязательно, ребята, если вы будете писать книги не в прибыльных нишах, вы не сможете столько зарабатывать. Ну, вы будете там зарабатывать. Вот, кстати, моя вот эта книга, первая, которую я написала, это, как я говорю, для себя и для моих друзей, за все это время я ее выпустила в июне. Сейчас у нас июнь. Кстати, год. Слушай, год уже прошел. Вот там $100 за год я заработала. Ну, чисто органические продажи, там даже нету смысла запускать рекламу. Ну, как бы там она запущена, но тоже там надо работать, толку особо нету, потому что я написала в нише, которая вообще даже не SEO-шная. Мало того, что заголовок не SEO-шный, подзаголовок не SEO-шный, еще и ниша SEO-шно такая. это можешь объяснить чуть тем, кто не знает? А, да, да, конечно, SEO-шно. Ну, Пожалуйста. SEO-оптимизация — это органические продажи. Вот, да, про то, что мы с Вовой рассказывали, о том, что когда ты запускаешь рекламу, это помогает твой товар, твою книгу продвигать. То есть ты уже там находишься не на 101-й странице амазоновской, а там на 10-й, через время на 9-й, 8-й. Ну, и твоя цель, конечно же, выйти на первую страницу. Естественно, что так, ну, это тяжело, это не всегда такое бывает, особенно для новичков. Это, ну, я скажу так, это все возможно, это все реально. Наши все книги находятся на первой странице. В большинстве случаев они на первых строчках. Но, опять же, благодаря чему? Ярослав профессиональный SEOшник. То есть М. он, занимает, да, он профессионально до всего этого дела занимался SEO-оптимизацией, ну, как бы всего на свете, ну, в данном случае уже вот амазоновской SEO-оптимизацией.
Это когда ты пишешь заголовок, опять же, подзаголовок, описание листинга, а контент ты делаешь с ключевыми словами. Это те слова, по которым люди находят товар. То есть, вот, допустим, вот они хотят любую книгу найти, да, там, книга про зайчиков, да, вот они же и будут так писать, книга про зайчиков. А если вы там книгу свою назовете Ричард Зайчик, то меньше М, вероятность, что ее найдут. Вы должны максимум делать все ключевые слова везде, где только можете. Вот листинг, название, описание, обложка, все вот это вот дело, где вы можете оставить свой текстовый след, вы должны использовать только ключевые слова. И они должны быть максимально релевантные, и их search volume вы обязательно должны, то есть вы просто понимаете, это все не угадаете. Вот опять же, я не знала, что существует Helium программа, да, это потом я узнала через некоторое время, что существует Helium, да, и его выдашь видео вообще бомба-ракета. Вы должны обязательно зайти в Helium и там найти свои прибыльные ниши. Это сделать абсолютно, в принципе, несложно, тем более вон, посмотреть все видео Вовы, и там можно, я не знаю, миллион прибыльных ниш всего найти. И вы там должны обращать внимание на ключевые слова. Допустим, там выбрали какую-то книгу про микрофоны, допустим, вот, да, и вы должны найти все ключевые слова, благодаря которым люди покупают и ищут эту книгу. То есть там это может быть книга с микрофонами, еще как-то. Ну, в общем, неважно, в разных значениях, но вы должны отобрать только те ключевые слова, где поисковой запрос будет самый высокий. Допустим, как я определяю прибыльные ниши? Если я вижу, что на ключевое слово есть поисковой запрос более 2000 в месяц, более 2000 в месяц, то есть что это для меня значит? То есть я понимаю, что люди 2000 раз в месяц набрали это ключевое слово. То есть спрос как минимум именно на это ключевое слово 2000 раз. Все, я понимаю, эта ниша прибыльная. Почему? Потому что будет еще второе ключевое слово, тоже на эту же тему. Но оно как-то будет по-другому звучать, там слова местами переделать, слова синонимы там будут. В общем, неважно, что там будет. Там тоже будет поисковой запрос, там где-то, пускай не 2000, а пускай там 1500 в месяц. И будет еще ключевое слово. И если все сложить эти ключевые слова, я понимаю, что ого, да там в этой нише более 5000 запросов в месяц. То есть 5000 человек ищут это, они хотят купить. Вот она! мгм. Победа, счастье. Ну, без хелиума это как слепой котенок во тьме, понимаете, вы ходите. Это вот то, что я написала свою первую книгу. Слепой котенок, а теперь она классная, туда куча трудов вложено. Вот. Я вот думаю, как ее раскрутить, но там же ничего SEOшного нету. Я там и Мгм. рекламу запустила, но там даже ключевых слов нету на эту рекламу. То есть она так как бы ну, ничего там не снимается, снялись какие-то 0,70 центов. Я понимаю, что мне надо там беды повышать, потому что по маленьким бедам она не будет, а я понимаю, что это будет не совсем мне релевантно, это я зайду в минус, а чтобы не зайти в минус, надо посидеть, подумать. В общем, ребята, пишите лучше, это вот какие проблемы бывают, когда ты пишешь не в той нише книгу, понимаешь? И ну, там потом уже ничего нельзя не исправить. И часто тоже вот книжные амазончики приходят и говорят: вот, я там написал книгу, она там супер-пупер классная, она не продается, помогите, что делать. Я сейчас одну вещь скажу, грустная, конечно. Да, я когда ее услышала, да, мне тоже было очень грустно. Ну, ребят, другого выхода нет. Мне сказали: Даша, забудь про эту книгу. Вот, ребят, я М. тоже вам могу сказать. Ребят, забудьте про эту книгу. Я понимаю, печально, сама такая, я в вашей компании. Если у вас будет $100 продаж с этой книги, это считайте, что вы чародей. Вы супер книжный амазончик. Потому что такие книги 99,9%, что они не принесут вам денег. Писать однозначно нужно в прибыльных нишах и однозначно нужно их делать все оптимизированные книги. И прежде всего это ваш заголовок и тайтл.
И как вы же уже поняли, да, если вы написали книгу, вы, сори, не можете изменить там после публикации Амазона, вы не можете изменить ни тайтл, ни Интересно. сабтайтл. Вот такая история. Я понимаю, что с Helium, например, ну вот в Private Label, как мы пользуемся, мы берем, например, топовых конкурентов какой-то ниши мы находим, или просто гуляя по сайту Amazon иногда, просто заходя, например, ну, я так представляю, в книгах я бы просто писал там book, и, может быть, не знаю, там plumbing или book, animals, не знаю, и смотрел бы, что Amazon, и как бы вот так вот заходил бы и что-то искал, но Helium, он может помочь, как я понимаю. Например, мы нашли books about, не знаю, monkeys, окей? И мы видим, что есть какая-то книга, которая много отзывов ее, например, она приносит продажи, несколько похожих книг про обезьян, окей? И потом мы берем эту книгу, ее осин, окей? Я не знаю, может быть, в KDP по-другому, но в обычных товарах так это. Мы берем осин. Осин — это как специальный номер такой в Амазоне, у каждого товара есть. Обычно он или в строке поиска, или там в описании. Копируем этот осин, вставляем его в Helium 10, есть инструмент Cerebro. Этот инструмент поможет увидеть, по каким ключевым словам этот товар, который уже хорошо продается, мы это можем увидеть тоже с помощью там расширения Helium 10, например, где он ранкуется. И потом мы вдруг увидим, что там самое большое слово, которое связано с этой книгой, например, там книги про обезьян. Окей, потом мы берем, идем, ищем этот ключ, который самый мощный, и смотрим дальше, какие есть похожие книги, потом можем несколько, ну, или как бы обычные продукты, потом можем несколько книг или обычных продуктов закинуть в тот же Cerebro от Helium 10, этот инструмент, чтобы выкачать из всех теперь 5 топовых продуктов, например, топовые ключи, и потом увидим, что собирается такие вот, называется семантическое ядро, это semantic core, ключей, которые реально вот в этой нише приносят продажи, ну и все, и потом мы смотрим их там. Search volume — это поиск в месяц, как ты объяснила, да, что там сколько человек это ищут, и если собирается так несколько таких ключей, которые там за 2000 поисков, опять же, зависит от ниши, зависит от физических товаров и книг. Окей, есть еще keyword sales, сколько продаж идет по какой-то специфической, скажем так, книге там или товаре. И тогда мы просто собираем всю эту семантику, и из нее лепим уже тайтл и буллет. Ну, буллет, я так понимаю, нет, наверное, в книгах. Ну, так или иначе, хотя бы тайтл мы лепим. Целью все вот эти, ну, самые главные ключи, так, чтобы они прописались как бы читабельно, чтобы можно было прочитать эту книгу. То есть, например, о чем там говорили, книга про обезьян там. И опять же, я не знаю, не в книгах, но типа, например, самый топовый ключ — это book about monkeys with monkey George, who, да-да-да, то есть все ключи, которые там books about monkeys, how monkeys live, как-то все это надо вот интегрировать красиво, чтобы читалось и чтобы хватило на там сколько, 200, по-моему, дает этих Amazon, сколько этих как-то characters, типа, Символов. да, символов это тоже надо уметь, кстати, это может помочь, я понимаю, интеллект сделать искусственно, или, ну, или самим нам надо делать. Ну вот и с этим Helium помогает, я оставлю в описании бесплатный ак есть, просто потестить, но с бесплатным аком не получится сделать глубокий, прям, ну, такой, может быть, попробовать там раз-два повыкачивать ключи, но оно будет базово. И есть скидки на продвинутые версии, есть также обзор, как пользоваться, там прям я кликаю, показываю, вот, ну, как-то так, да, это по Helium. Из него потом можно внутри него и листинг строить. Опять же, это больше для private label говорю, но я знаю, что Helium пользуется много в KDP, как бы, и вот тоже он просто надо правильно, ну, вот идею саму понять, она очень похожа, примерно то, что я объяснил, опять же, собираем пару топовых конкурентов в какой-то нише, выкачиваем слова, смотрим, потом стараемся эти слова впихнуть в наш листинг, как бы, вот, и вот того. Да, Вов, в принципе, все так же. Ищем конкурентов, анализируем, по каким ключам продвигаются наши конкуренты, собираем все эти ключи в семантическое ядро, там делаем кластеризации всякие, ну, типа там по темам, там, если все слова, что касаются ключевые манки, значит, мы в одну категорию, допустим, если у нас там есть lion, lion в другую Мгм, мгм, категорию и так мгм. далее. Да, это делаем. Да, и в принципе в книжном бизнесе там есть в Helium штука, которая помогает писать описание листинга. Буллета у нас нету, не знаю даже, что это такое, но описание листинга и контент, в принципе, помогают там ключевые слова. Конечно, и самим все это делать. Ну, ребят, самим это, да, если вы еще, ну, как скажем так, не супер-пупер профессиональные SEOшники, то я бы, конечно, рекомендовала в Helium. Поверьте, вы не потратите деньги зря, вы наоборот с помощью этого, понимаете, заработаете деньги. Я, допустим, тоже давно в бизнесе, да, и в 20 лет, это еще, вспомните, давным-давно, это сколько там было, 16 лет тому назад, ну, как мы раньше строили бизнес там, грубо говоря, кто ложить камень? Я, помните, как фильм?
то убирать квартиру я. И вот мой тоже первый бизнес был построен на том, что, грубо говоря, да, у меня там были какие-то сотрудники, но я всегда все старалась вот это сама, вот всегда мне казалось, что лучше меня никто не сделает, да. В общем, ребята, к чему такая история приводит? Вы не масштабируетесь, ваш М, бизнес не будет, ну, как бы расти. Поэтому сейчас я таким не занимаюсь, сейчас я максимально все масштабирую. И ура, ура, что есть такие программы, как Helium, ура, что есть у нас есть искусственный интеллект и так далее, и что все это можно делегировать. Больше делегируйте, и я уверена, больше будете зарабатывать. Тогда все оставим в описании, оставим, опять же, твой YouTube-канал, Telegram, оставим все ссылки на полезные проги. Может быть, что-то еще мы вспомним там, что... Ну, вроде об этом-то и говорили, в принципе, вот. Если разве что ты хочешь что-то еще добавить, Даш, перед тем, как мы закончим видео. Ну, если еще там что-то добавить, то из серии тоже хочу сказать про есть такое мнение, и да, такое мнение существует, и в принципе это так и есть. Но, как я говорю, всегда ничего не бывает невозможного, и во всех ситуациях можно найти выход. И смотрите, сейчас у нас период, скажем так, у всех амазончиков в большинстве случаев, а у книжных так тем более, период, когда нам сложно заработать деньги, да, весна, лето, спрос практически везде, ну, в 90% нишах, 80% нишах он падает. Мгм. Ребята, ну ничего страшного. Вова сказал в начале видео, что всегда есть те ниши, которые актуальны летом, значит, весной есть актуальные ниши. Понимаете, есть все сезонные ниши. Да, когда вы М, заходите, и вы можете зарабатывать деньги всегда, хоть летом, хоть весной, хоть зимой. Таких ниш немного, я сразу могу мгм, сказать. мгм, Их вот, мгм, знаете, мгм, там по пальцам пересчитать. Бум у нас Q4 идет, начиная с октября месяца, 3 месяца, а дальше начинается постепенное затишье и угасание. И вот смотрите, что делать тогда? Ищите прибыльные ниши, которые вам бум будут делать именно весной-летом. мгм, Ищите такие ниши. Такие ниши есть. И я не могу сказать, что их прям очень-очень мало. Нет, их не очень мало. Они, возможно, будут не такими прибыльными, как, допустим, все сезонные ниши, мгм. вот, но там тоже можно заработать денег, вполне. Мы как бы написали, когда в апреле книгу, ну, в одной из таких ниш, и я тоже, опять же, приятно удивлена, потому что эта книга приносит, ну, $200 плюс ежедневно. Да, я, ну, Нормально. как бы я удивлена, и это, понимаете, вопрос. А летом, летом можно зарабатывать деньги и весной? Можно, ребята, есть такие ниши, поэтому ищите Helium в помощь, ставьте цели, и у вас все получится. Да, обязательно посмотрите все мои видео, они куча полезной информации. Да, да, да. Такие же полезные, как и у Вовы. И я надеюсь, этот подкаст тоже вам зайдет. Мы получим кучу обратной связи, кучу вопросов, и, может быть, мы еще что-то полезное запишем. Вот, так что пишите, приходите, welcome, всегда добро пожаловать в мою телеграм-группу. У нас там все дружно, и на вопросы отвечаю не только я, а уже и много у нас участников, знающие, все друг другу помогают. Так что приходите, отмечайте меня, если хотите что-то конкретно узнать от меня. И удачи, и до миллионных продаж вам, ребята, все возможно. Спасибо тебе большое за мотивацию тоже. Все ссылки будут в описании. Всем хороших продаж. Телеграм, Даша, YouTube, все полезные проги с видео. Спасибо большое и всем удачи. Пока-пока. Пока-пока.